Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами Вивьена. Звоним в волшебный колокольчик. И мы сегодня будем смотреть, а я вам очень говорю спасибо. И я вам очень рада. Научитесь говорить «я рада». Когда вам звонят, вы говорите «как я рада тебя слышать». Когда вы вдруг кого-то увидели, даже если вы не рады, вы говорите «как я рада тебя видеть». И вы увидите, что ваша жизнь очень сильно изменится. А мы на канале Вивьена Ясновидящая. И сегодня нам письмо. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, проверяйте свои подписки. Заходите в наш Телеграм, мы там общаемся, а также в ТикТок, Дзен и другие социальные сети. Я всегда вам очень рада. Если вам надо лично, то, пожалуйста, мои контакты Viber, WhatsApp, Telegram и в шапке профиля везде, в описании везде есть. И мы начинаем. С вами Вивьена Ясновидящая. Вам письмо. Посмотри и узнаешь, от кого. Вам письмо. И давайте сначала смотреть вам письмо. Будем смотреть, от кого нам письмо. От кого письмо? Письмо от человека, если будем смотреть, что письмо от человека. Письмо от человека, который колеблется, у которого не все в порядке, у которого душа болит. У него то день, то ночь, то тучи, то солнце. От кого письмо? Письмо от человека, действительно, который находится в каком-то нервозе, в каком-то, как я говорю, нервозе, артрозе, нервозности в какой-то. Человека, которого окружают сейчас вот много вроде бы как людей, или как-то вот от кого-то поступает информации много, а он не знает, ничего не понимает. Да, вот человек, который находится вроде бы как среди людей, и ему очень хочется подняться по лестнице вверх, туда вот полететь. Что это за человек, не показывает мужчина? О, мужчина. Этот человек мужчина. Вам письмо от мужчины. Что значит письмо от мужчины? Это может быть и ваш любимый, это может быть и работодатель, это может быть человек деловой, это может быть любой человек, мужской особи. В редких случаях это может быть женщина с таким мужским характером, с мужской такой энергетикой. Ну, давайте, раз получился мужчина, значит, будем смотреть мужчина. Мужчина, который очень ранимый, такой пупсичек, как ребеночек. Ну, давайте смотреть, что он хочет вам в письме сказать. Хоть и вышел мужчина, канал у нас вообще про наше будущее, но я говорю, мужчина это не обязательно любимый, любовник, муж, там новый знакомый какой-то вот для любви. Это может быть человек силы, человек энергии, человек дела. Поэтому смотрите, мои предсказания Вивьены, они сбываются. Я вижу несколько потоков, потому что судьбы нет, есть только выбор, который вы из этих хроник Акаши выбираете сами своими действиями. Так, что в письме? В письме человек, вот пусть я переверну, в письме человек, я прямыми картами смотрю. В письме человек, которого действительно не очень хорошо, он сейчас как повешенный, возможно, у него с головой что-то, гипертония, вот такое вот может быть, потому что у него прилив мочи и крови к голове. Что в письме он хочет сказать? Он хочет сказать, знаете, человек хочет написать вам и сказать, что он как загорожен от всех. Это может быть и то, что в клеточку, в полосочку, такое учреждение в клеточку, в полосочку. Это может и вообще, что он закрыт и на него какие-то воздействия. Но у меня вот вышло, что у некоторых выйдет, что человек находится там. Я не буду слово говорить, его сейчас блокируют. Поймете. Те, кто знают, какие события происходят на славянских территориях.
Письмо от человека, знаете, а человек-то на самом деле очень сильный. Просто он попал в какую-то ситуацию. Ему очень хочется написать вам письмо. И что он в этом письме вам будет говорить? В этом письме... Ой, выпало сразу 2 карты. Да, человек сильный, человек мужчина. Все-таки вышел все-таки мужчина еще раз. Человек мужчина, он хочет посоветоваться и хочет написать: сообщи, пожалуйста, кому-то из, может быть, отцу, кому-то выше или вышестоящему органу, еще кому-то, или человеку, который в чине в каком-то находится или на каком-то посту таком, занимает должность какую-то. Он хочет написать, что у него проблема и денежного характера, и какое-то опустошение внутри. Но он пишет вам, потому что он рассчитывает, что именно вы ему можете помочь. Что он хочет написать? Что да, действительно, он верит в то, что у вас чистая душа, что вы человек, который знает, что такое долг, что такое опора, знает, что такое семья. А когда люди знают, что такое семья, то они и на работе, и везде это очень-очень добросовестные люди, и честные тоже. Что он хочет писать? Если, вот да, он хочет написать, если вы с этим человеком в отношениях каких-то, он хочет написать, что он верит в вашу помощь, он просит помощи. Он просит какой-то помощи, потому что сам он абсолютно опустошен. Я говорю, человек сильный, но почему-то такой степени опустошенность просто вот, ну, невозможно. Человек как без силы, как будто замучен тяжелой неволей. Орел молодой. Да, и знаете, он рассчитывает еще на то, что или вы обладаете какими-то эзотерическими способностями, а женщины все обладают. И у женщин есть эта древняя ДНК, которая называется мусорная. У многих сейчас оно открывается, и бояться этого не надо. Это то, чем мы обладали всегда и в веках. И он рассчитывает на вашу женскую силу, на вашу эзотерическую силу, что вы ему поможете. Он просит здесь в этом письме, просит помощи. Он просит помощи, что вырваться откуда-то. Даже, может быть, у кого-то будет просить и материальные блага, ну, средства денежные на что-то. Вот что мне вот нету средств, чтобы куда-то выехать, мне нужно поехать, мне надо вырваться. Но по поводу денег я всегда придерживаюсь того, что мужчинам деньгами помогать нельзя. Но это ваше усмотрение, ваш выбор, это ваша жизнь и ваша судьба. Что этот мужчина вам хочет написать? А он просит, поэтому посмотрите видео, которое я вам сняла на другом канале, видит ли он во снах. Вот здесь человек, который во снах. Знаете, действительно, у него что-то и проблемы денежного и материального характера, но он не верит ни в какую помощь. Он просто пишет и хочет написать вам. Знаете, это ясновидение. То есть человек, может быть, и не напишет вам никогда, потому что он сильный человек, не хватит силы воли что-то просить. Но он просит вас через бессознательное. Это через хроники Акаши идет информация. Подумайте, кто из ваших людей, мужчин, пытается попросить помощи, потому что он не видит, что кто-то может помочь. Он не видит, что у него есть шансы, но ему кажется, что шансов нету. Что он хочет написать? Да, действительно, человек хочет приехать или поехать, или открыть себе какую-то дорогу, переступить через какие-то вот такие вот вещи, которые ему мешают в жизни. Да, и опять достигнуть своих высот. Давайте посмотрим. Я не делаю сейчас длинные расклады. Давайте посмотрим, а вы как поступите? Вот как вам Вселенная говорит поступить? Вселенная говорит... Ничего она не говорит. Она говорит, что этому человеку нужно покаяться сначала, прежде тому, чтобы ему помогать. Он должен покаяться перед людьми, которых он обидел. Да, которых обидел он в разных конфигурациях. Пишите «принимаю, приобретаю», «верю в любовь». Да будет так. Жду вас и в Телеграм тоже.